Сегодня мы используем всю мощь нейросетей, такие как Grok AI, ChatGPT, DeepSeek, Qwen. Инфлы больше не помогают, вас всех уже засадили. Поэтому обратимся к современным технологиям и узнаем, что нам делать. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo, меня зовут Сергей Гирбо, и мы сегодня заменим инфлюенсеров нейросетями. Наверняка, когда вы задаетесь вопросом, как заработать на криптовалюте, вы идете в интернет, находите лидеров мнений и начинаете их слушать. Они вам говорят, как закупиться хорошо на хаях, а потом постоянно усредняться. No, God, please, no! Ставь лайк, если твой портфель в минусе, и также напиши всех инфлов, которых ты смотришь, в комментарии. Итак, у нас есть задача узнать, какие же портфели надо собрать, куда вложиться, для того, чтобы заработать на криптовалюте. И кому, как не искусственному интеллекту, который гораздо умнее людей уже, знать ответы на эти вопросы. В нейросетях я буду использовать только бесплатные режимы, то есть те лимиты, которые нам даются изначально для пробного периода, их вполне достаточно, чтобы узнать интересующие нас ответы. Первое, что нам нужно сделать, это составить промпт. Промпт должен быть довольно объемным и точным. То есть мы должны как-то придумать и обыграть так, чтобы нейросеть более четко дала ответы, более конкретно. И я предлагаю начать с того, что мы прикинемся финансовым аналитиком с BlackRock. У нас есть $100 миллионов, которые нам дали задание инвестировать в крипту, и мы получим премию, если выполним это задание. Ну а если не получим, то нас уволят, и мы станем бомжами. Вот это поворот! И для того, чтобы составить этот промпт, я также воспользуюсь нейросеткой. И все мои пожелания я отправлю ей, чтобы она мне сделала промпт. Для создания промпта я использовал Яндекс.GPT 5 Pro. Можно использовать ее бесплатно, так как вы можете подключиться к Яндекс.Плюсу и активировать бесплатный режим на небольшой период. Здесь вы выбираете технологии и Яндекс.GPT 5 Pro. Вроде как у них самая мощная модель. Этого нам достаточно, чтобы составить промпт. Так мы будем использовать другие нейросети. Итак, здесь я просто написал задание сделать промпт для нейросетей и все описал, что я говорил про финансового аналитика из BlackRock. Соответственно, мне выдался первый вариант, он меня немного не устроил, потому что нужно, чтобы было «ты финансовый аналитик», то есть нейросети нужно приказывать, то есть чтобы она входила в роль. Поэтому я сначала написал там от третьего лица, тут с опечаткой, но она все понимает. Говорю вот здесь приказной порядок, немножко подправилось, но тоже не то. Он упустил, что ты финансовый аналитик. Вот он подправил. Дальше я тут решил добавить, а то здесь только, если не справишься, уволят. Ну как-то это совсем мягко, может не стараться, поэтому добавил, что давай станем бомжом с долгами, если не справишься. И у нас получается вот, что есть уже промпт более-менее нормальный, но еще хотелось бы конкретики, поэтому я добавил конкретный портфель примера, тоже туда добавь. И в итоге у нас получился такой вот вариант, что ты финансовый аналитик из BlackRock, и перед тобой стоит задача инвестировать $100 миллионов в криптовалюты на 2 года. Если не справишься, станешь бомжом с долгами. А в случае успеха получишь премию 5% от дохода инвестиций. А это очень много денег, если он грамотно инвестирует. Нужно четко определить, какие криптовалюты покупать. Цены или условия, при которых нужно входить в позиции. Цены или условия, когда следует выходить из позиции. При выборе криптовалют и точек входа-выхода учитывать текущие тенденции рынка, результаты фундаментального и технического анализа, риски и потенциальную доходность, возможные изменения в регулировании. Ну и, соответственно, разработать детальный план инвестиций с обоснованием выбранных стратегий и криптовалют. Ну и предоставить конкретный пример портфеля с распределением всех инвестиций между выбранными криптовалютами. Считаю, что такой промпт прям вполне себе нормальный, вполне себе классное задание. Попробуем его сейчас применить во всех современных нейросетках. Первую нейросетку, которую мы будем использовать, это Qwen 2.5 Max. Здесь написано, что это самая мощная языковая модель в серии Qwen. То есть мы начнем с китайцев. Это нейросети, которые нашумели, которые вроде как побеждают уже ChatGPT по некоторым данным. Попробуем здесь использовать этот промпт. Сюда мы его вставляем. Я оттуда предварительно скопировал. Вот все как есть. Здесь я ставлю галочку мышления, чтобы мы еще могли посмотреть, как он думает. И вообще справится ли с этим эта нейросеть. Я записываю по-живому, поэтому я даже не знаю, что мне сейчас выдаст. Поэтому это все не наиграно.
Итак, отправляем и смотрим. Он начинает у нас думать в раздумьях. Прикольно сделано, что нейросети такие вот думают, смотрят. И вот он пишет сейчас, в 2023 году рынок находится в фазе медвежьего цикла. Пошло, теперь фундаментальный анализ. То есть он прям реально рассуждает, пытается понять, как это все сделать. И вот распределение портфеля, как именно хочет распределить, какие есть риски, пример портфеля. Вот мы видим, что он уже составляет примерно, как можно чего сделать. Ну и, соответственно, вот он нам дает такой вот ответ. Детальный план инвестирования 100 миллионов долларов в криптовалюты на 2 года. О, смотрите, у него даже есть портфель, пример, то есть как именно создать. Угу. Итак, вот смотрим, он создал нам портфель, где биткоин 45%, эфир 30%, Solana 10%, Cardano 7%, Chainlink 5% и DOT 3%. Портфель-то вроде и неплохой, и вроде все грамотно тут собрано, не прикопаешься, но есть одно маленькое но. Как будто бы это было уже где-то год или даже 2 года назад. Как будто эта нейросеть отстала, она не соображает, что происходит сейчас. Потому что, ну вы смотрите, здесь покупать при падении 25-27, фиксироваться 70-100 тысяч по биткоину. И к 2025, а сейчас уже 2025, он еще здесь даже портфель просчитал итоговая сумма и прибыль, что он даже там заработает 7 миллионов долларов. Однако вот видим, что здесь есть все-таки косяк по времени. Давайте уточним, чтобы были актуальные курсы и что у него устаревшие данные, а чтобы попробовал переделать. Итак, вот с уточнениями, то есть нейросеть с первого раза не поняла, он нам представил более такой реалистичный план. То есть текущая ситуация биткоин 70 тысяч, видимо, он там увидел какой-то как раз, когда была коррекция. И эфир, ну здесь 4500, он как-то немного завысил. При этом он еще добавил в портфель монету Fetch AI, то есть AI, все-таки он решил сам себя добавить. Вот, и здесь мы видим, что точки входа 60-65 по биткоину, но это даже вполне реалистично усреднять до 50 тысяч. Такое вполне может быть и сейчас, как бы посмотрим. Точки выхода, то есть цели на 2027 он ставит 150-180 за биткоин. Еще и здесь уже умные словечки пошли, трейлинг стоп на 20% от максимума. Значит, эфир 12-15 тысяч долларов, Solana 500-600 долларов, FED 10-12, XLM еще. Да, XLM также он добавил, видимо, вместо Ripple. И здесь рост после запуска CBTC в партнерских странах. То есть он видит, что есть в этом потенциал. Также есть хеджирование, стейблкоины, ребалансировку предлагает. То есть уже прям более детальный, хороший план. И сценарии, прогнозы, то есть есть базовый сценарий, негативный сценарий. И вот мы видим как пример, как он видит, сколько будет профита на этот портфель. То есть итоговая сумма 311 миллионов, то есть 3 икса сделает, грубо говоря, и чистая прибыль будет 200 миллионов долларов. Здесь также он дал рекомендации. Ну, итог. План фокусируется на балансе между цифровым золотом, экосистемами с реальным применением и перспективными нишами. Вот. Вполне себе неплохой ответ, как вы считаете. Напишите в комменты. Переходим к другой нейросетке. Вторая нейросетка, которую мы используем, это DeepSeek, который также нашумел, что это дешевый аналог. Китайцы собрали там за 5 копеек свой чат GPT, и он всех удивил. Сюда мы вставляем тот же самый промпт и также включаем функцию, чтобы он думал, ну и отправляем. Давайте посмотрим, одинаковый ли там движок под капотом у той китайской нейросетки и у этой. Вот и сравним две китайские нейросетки, как они думают. Итак, мы видим, что постепенно выдается план, и также видим, что также недостаточно, видимо, актуальная информация внутри под капотом у этой нейросети, потому что мы также видим, что точки входа биткоин 25-28, цели выхода 80-100, то есть как будто на год отстал. И вот в конечном итоге мы видим, да, он предложил пример портфеля на начальном этапе. Ну, здесь цены выхода, это уже как сейчас они случились. Соответственно, не актуальная информация. Попробуем также уточнить и попросить переделать. Потому что, ну, это несерьезно, если он погружает старые данные, нам это не актуально. Нам нужно знать, что сейчас делать. Да, DeepSeek не смог. Ну, давайте попробуем еще раз. Может быть, получится на второй раз. Но, видимо,
DeepSeek отлетает, потому что он не выдает нормальный прогноз. Он выдал нам какое-то старье, и уточнять на современные данные он это не хочет. Поэтому он уже проигрывает Квену. Квен более актуально как-то перестроился. Здесь все-таки все зависло и ничего не дается никакой ответ. Следующая нейросеть это Grok. Это Илон Маск там создает внутри Твиттера. Вы можете зайти. Здесь выбираем Grok 3, самый умный. То есть да, нам действительно нужно самый умный. Вставляем сюда промпт уже заранее подготовленный. Включаем Deep Search, чтобы он также там думал, все это искал, анализировал. И запускаем. Давайте посмотрим, что он нам там надумает, придумает, возьмет ли он актуальную информацию. Сейчас косяк только в этом. То, что не самая актуальная информация берется, и плохо нейросети из-за этого составляют на текущий момент портфели. Итак, дождался ответа. 2 минуты он думал, довольно долго, я бы так сказал. Но посмотрим на результат. Инвестиции будут осуществлены на текущих рыночных ценах. То есть он прям текущий подгрузил. То есть Grok уже прям ему не нужно было уточнять. Прям вот пишет, какие монеты он возьмет. Биткоин, эфира, Solana, Polygon. Цены и условия выхода. То есть он планирует продать при 150 биткоин и при 200. Также он планирует продать эфир по 5000 и 6000. Solana 500-600 долларов. В принципе, даже прогноз с китайцами совпадает. Здесь также подробный анализ он нам выдал. Буквально прям аналитик. То есть текущая цена эфира вот 2000. Прогноз на 27 особо не отличается 2600-5000. Причина лидеров в области смарт-контрактов. Понятно. Ну вот по Solana он как-то хорошо прогнозирует. Тоже 300-600 долларов. Polygon вспомнил. Мне кажется, эта монетка уже довольно старая. Но тем не менее, нейросеть так поискала информацию в интернете и выдала портфель. То есть 50% биткоин, 30% эфир, 10% Solana и 10% Polygon. Есть условия входа, выхода, возможные изменения. То есть источники все он выдал. Вот примерно так планирует инвестировать Grok. То есть Илон Маск уже все-таки сделал нейросеть немножко получше, что она прям актуальные цены нашла, подобрала и собрала портфель. Пусть такой консервативненький, но довольно реалистичный. Ну а потенциальная доходность при достижении целевых цен дает прибыль 139 миллионов. То есть это чуть больше 2 иксов. Теперь давайте перейдем в самое популярное, это ChatGPT, и спросим у нее. Вот. Вставляем. Также сделаем кнопочку «Обоснуй» и нажмем «Отправить». Посмотрим, как справится ChatGPT, подгрузит ли сразу актуальные данные, или все-таки будет подгружать старые данные, придется уточнять. Ну, ChatGPT справился за 11 секунд. Это намного быстрее, чем тот же Grok или другие. Посмотрим, что именно он тут нам советует. Биткоин, эфир, BNB, Cardano, Sol, Polkadot. Стратегии входа в позицию. Так, здесь он уже так. Нам нужна конкретика. То есть вот пример распределения портфеля вы видите. То есть он здесь уже побольше монет добавил. Есть BNB, ADA, Sol, DOT. План управления, заключение. Ну, то есть он выдал план, но не выдал нам конкретные цифры. То есть где конкретика? Нам нужна конкретика по цифрам. А здесь ее нет. Давайте пробовать уточнять. Так, я уточняю у него, чтобы он конкретные точки входа и выхода и учитывал цены февраля-марта. Потому что, ну, мало ли, там прямо сейчас нет цены. Может, он подгрузит чуть-чуть раньше, но ничего страшного. Главное, что примерно в текущем диапазоне были цены. Итак, вот смотрим. ChatGPT нам выдал гипотетические рыночные уровни. К чему нам такие гипотетические конкретные точки входа? Ну, почему-то он выбрал, что биткоин гипотетически стоит 40 тысяч долларов. Не нравится мне это. Не нравится, он плохо выдает. Давайте еще попробуем. Мне нужны реальные цены. Да, уточняю опять. То есть опять нужно уточнять что-то. Не такой умный интеллект оказывается. Итак, похоже, ChatGPT отваливается. То есть это оказался скам. То есть не верьте, что ChatGPT все может. Вот мы видим, он ничего не может. То есть, ну куда мне такие данные? Какой биткоин по 40 тысяч? Вы где это видели? То есть он не видит, что сейчас цена у него там больше 80.
И да, может, он предполагает, что он упадет на 40, но он об этом никак не пишет. И здесь была такая плашка, что он не может выйти в интернет. Соответственно, это получается бесполезная нейросеть для такого формата. И так получается, что умные нейросети не такие уж и умные, только 50% выполнили поставленную задачу. И то, как они ее выполнили, мы узнаем в 2027, действительно ли они такую прибыль спрогнозировали. Сейчас же мы только можем отметить, что Qwen 2.5 Max работает хорошо, но нужно уточнить. А Grok — это единственная нейросеть, которая справилась вообще одним запросом. То есть я не делал никаких уточнений. И по моему обзору получается, что нейросеть Grok сейчас более актуальная, более современная, и она лучше определяет контекст того, что ты ей говоришь. Итак, у нас есть явный победитель — это Grok. Напишите в комментарии, какими нейросетками вы пользуетесь, какие считаете лучшими. Напишите, какие классные промпты вы знаете. Может, нужно было как-то по-другому промпт составить, не так, как сделал я. И у вас получатся лучшие результаты. Вы попробуйте и сделайте. Ссылки на эти нейросети я также оставлю в описании. Еще подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал и подпишитесь на мой YouTube-канал. Потому что многие смотрят без подписки, а лучше, чтобы подписка была. Это продвигает ролики дальше. Я буду очень благодарен. Желаю вам всем профита и до новых встреч.